Southbound approach. Alongside. Ну, наконец-то закончился этот длительный переход через Тихий океан. Наконец-то мы в Ванкувере, в Канаде. Это, кстати, первый раз, когда я попадаю в Канаду за свою карьеру. Спасибо, что вы смотрели этот ролик. Я надеюсь, что он вам понравился. Если не тяжело, поставьте лайк, подпишитесь. Кто уже подписался, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Есть, вижу. Подтвердил. Все, давайте тогда нам контроль назад. Окей, забрал. Вот секунду нефиг делай, да? Тестирую там что-то. На улице еще и свежо. Ужас. Прекраснейшая канадская погода. Когда она уже закончится? Целый переход вот такой вот. То в Тихом, то в Беринговом. Теперь вот перед Канадой. Ну ничего, у нас электрон Серега. Кодовое имя Позитив. Очень позитивный человек. Нафиг он только, наверное, меня не посылал из Тормеха. Очень хороший электрон, они отремонтируют 100%. Иногда морская работа это не только про романтику. У нас вышел из строя рев-контейнер, там сейчас электрон, вся электрогруппа ремонтирует его. Море успокоилось. Вообще хорошо. Спускаемся. Не сидите, пацаны, на металле. Если сидите, то максимум 10 секунд. Это что-то филиппинское играет у нас? А что это за котлеты? Это туда, да? Да, Вы по 100 кидаете? грамм замерили, чтобы на всех. Yeah, come on, guys. Не идет. Давай, мочи. Самоушка. Самоучка? У нас и левый борт уже почти закончен. Осталось 3 дня до Канады. И видите, все уже тоже тут оранжевого цвета. Слышите, как ящики скрипят во время качки? То есть даже вот тут вот все оранжевое. Я прошел настройку, дошел до кормы. И видно, что до кормы все сделали, все отмаркировали. Но вот эти места, которые внутри желтые, должны быть тоже оранжевые. И мы их тоже отмаркируем.
Но есть ограничения по краске. Не хватает оранжевого сигнала, есть выход. Замешать желтую и красную в правильной пропорции, получится, ну, сами понимаете, оранжевая. Вот. А потом я это смонтирую. И... Мы посмотрели мануал, там написано, типа, перегрузите систему. Мы перезагрузили 2 раза и все равно не помогло. Hello, guys. So you're responsible for shrimps, yeah? Yeah. Very good. You are responsible for calamari. Calamari. You are responsible for Fried rice. okay. And chief cook, general in charge, yeah? Something strange. That's beef. Ah, okay. Handmade. Прошли мы Unimax Trade. И хотя нам рекомендовали этого не делать до определенного времени, подрифовать там 16 часов или поездить вдоль берега. Ну, поездить вдоль берега, мне кажется, было бы более актуально, чем дрейфовать в плохую погоду, даже несмотря на то, что у нас хорошая остойчивость. Тем не менее, я принял решение, мне так и сказали в центре, в нашем навигационном центре из Майами, который находится в Майами, что мы вам рекомендуем ездить вдоль берега, не останавливаться, но вы там капитан, вы принимаете решение, исходя из текущей ситуации. И это действительно моя работа — анализировать и принимать решения из ситуации, которую я вижу в соответствии с положением судна, с его текущей остойчивостью, вообще состоянием судна, как оно себя ведет, и в соответствии с состоянием окружающей среды. Какие волны, откуда дует ветер, откуда идет зыбь, какая высота волны. Поэтому я и принял решение, что мы пойдем все-таки через пролив Юнимак, и мы пошли. Пошли мы его ночью, но ничего абсолютно опасного нет для экипажа, для судна, для груза. Все нормально. Сейчас покажу погодную карту на текущий момент и потом, что за иллюминатор. Смотрите, переключаю просто камеру с фронталки. Вот где красное судно, это мы. Красный силуэт. Не желтенький под ним, а именно красный. И листаем дальше. Это было то, что мы сюда зашли. Прошли пролив Юнимак, вот тут между 2 островами, между вот этими малыми и большим островом. На текущий момент наше положение вот тут. Дальше идем, и погода улучшается. Видите, пропадает оранжевая, остается желтая. Желтые силуэты — это альтернативные. И завтра, то есть точнее 23-го, будет уже полностью чисто. Смотрите, что за иллюминатор. Практически судно не качает. Очень мало. Есть питчинг. Питчинг — это когда судно заныривает носом. Ну, если вы мне позволите такое выражение, чтобы понятнее всем было. Кренов практически никаких нет. Бортовой качки нет. Очень маленькая, до 5 градусов. Анализируйте, не бойтесь принимать решения и думайте своей головой. Я, конечно, благодарен Флитнавцентру особенно за то, что они позвонили. У нас не было целый день интернета, они не могли дозвониться первый раз. Потом дозвонились все-таки, они дали советы, это их работа, у них есть ресурсы, с помощью которых они анализируют наше положение. И вот они давали нам совет именно не останавливаться, а ездить. А другая служба дала совет не проходить Юнимак и подождать какое-то время. Но если бы мы подождали, была бы большая вероятность того, что мы бы не успели тогда на время Лосмана. Я понимаю, что экипаж, судно, груз важнее, чем успеть. Всегда можно отложить, всегда можно прийти попозже. Это все понятно. Но, проанализировав, я принял решение, что нужно было идти. Решение было, оказывается, правильным. И, тем не менее, всем благодарен тем, кто работает на берегу, за то, что они переживали и пытались помочь. Вот где-то там вдалеке виднеются Алеутские острова. Поближе мы подойти не можем, а Юнимак пролив будем проходить ночью. Так что это все, что есть.
Ой, сейчас накроет, смотрите. Оп. Может, пройдем мимо. Обтягивают груз, потому что он немного расшатался. Чтобы все было надежно закреплено на случай качки бортовой. Но тут работы много предстоит. И вот так нужно обтянуть весь пароход. Проверить, обтянуть. Это тоже у нас в чек-листе есть. Мы вот сейчас как раз готовимся к плохой погоде. Поэтому проверочка, что все закреплено, все готово. Есть специальный чек-лист, у меня про него спрашивали. Ну вот, примерно вам показываю. Ну, естественно, людей всех надо предупредить. По надстройке все закрепить в подпалубных помещениях. И это делается всегда заранее. То есть мы знаем, что мы идем в плохую погоду. И заранее все это нужно обжать, закрепить, зажать. Сделать так, чтобы оно ничего не двигалось. Но все равно что-то будет. Экипаж должен быть предупрежден. Ну, как раз часть экипажа сейчас этим занимается. Что касается бака, лебедки зачехлены должны быть. Нет, в принципе, должны быть на обычном переходе зачехлены. Якоря закреплены. Видите, цепь продета сквозь звено. Лежит в правильном положении. Ленточный тормоз, естественно, зажат. Ну и брашпиль должен быть разобщен. Тут покажу вам на примере. Вот. Не в зацеплении. Заходим в главную малярку нашу. Немного пустовато. Видите, пустой стеллаж. Обычно здесь стоит у нас, по-моему, серая краска. Ну, тут боссман рулит. Туда идем. Основные банки все на стеллажах большие. Есть еще у нас маленькая, это второй компонент. Потому что вся краска практически двухкомпонентная. Это наша основная малярка. Вот смотрите, показываю вам еще нашу маленькую малярку, которая находится в настройке. Эта малярка находится на корме. И краску мы получаем периодически. По компанейской процедуре запаса краски должно хватать на минимум на 3 месяца. Сейчас у нас есть проблемы с основной серой краской, которой мы красим все переборки, палубу и так далее. Но есть как бы альтернатива, поэтому особо мы не переживаем. Тем более сейчас не до малярных работ, сейчас больше мы занимаемся из-за плохой погоды уборкой, подметанием, уборкой внутри, но какими-то альтернативными работами, ремонтом кают кое-каким. Поэтому все нормально. Без работы на флоте вы точно не останетесь. Закроем, задраем ее в море. Это дверь водонепроницаемая. Должна быть задраена. Немного качает, но то такое. Сетку ремонтируют.
Пока Берингово море спокойно, но мы еще не дошли до Юнимака. 2 дня нас тут с вами не было, а сегодня тут уже есть небольшие обновочки. Смотрите. Покрасили трап, отмаркировали даже. А тот трап. Вот здесь трапчик отмаркировали. Лера. Этот отмаркировали. Ну и с той стороны тоже. Смотрите на красоту Берингового моря. Это на следующий день после того, как я вам карты показывал. Там, где плохая погода. Честно говоря, не сильно плохая, но посмотрим, что будет после прохождения, после выхода в океан. Еще это пока Берингово море. Вот это вот во время того, как разгоняют главный двигатель, чтобы продуть турбины, появляется на палубе вот такая вот фигня, орешки и черная копоть еще. Вот видите, мелкая вот эта вот ерундень загадила нам весь правый борт. На палубе тоже очень много. Смотрите, не сильно хорошая погода нас ожидает в ближайшем будущем. Но такое, вот здесь мы между 2 ураганами. Это Берингово море, Аляска, острова. Вот тут нас ожидает погодка. Волна будет до 6 метров, как нам пишет BVS. Но с нашей остойчивостью тут не должно быть проблем. Где-то добавимся, где-то сбавимся. Да и пройдем, я так думаю, что без проблем. Ну, может, покачает полдня, денек. Здесь уже все разваливается. Ну и все. И здравствуйте, Канада. А тут ураган. Is it first time when you see the snow? Yes. 10 years of my sea service on ship. This is the first time. That's nice. This is exactly snowy. This is snowing, yeah? You never seen before? No. Where are you from? Philippines. Philippines. Где шторм обещанный? Не, я тоже не хочу. Но его же обещали. Снежный пароход. У нас потеплело. Стало плюс 5. А нет, плюс 4. Вчера было плюс 2. Левый борт полностью не тронутый пока что. Прямо в левый борт дует ветер. Не особо сильный, около 15 узлов. Но пока есть возможность работать там, где ветра нет, мы работаем там, где ветра нет. А потом, возможно, перейдем сюда, если успеем. До бака еще не дошли, но на баке тоже должно быть все так покрашено. Здесь, ну, когда идут, придем, снимем. Лебедки все зачехлены, видите, на океанический переход, на плохую погоду. Все в чехлах. Смотрите, обновляем краску, вот это, видите, оранжевое. Но раньше все было желтое. Сказали, что желтое не подходит и должно быть все оранжевого цвета. И вот прикиньте, сколько уже перекрасили. Весь борт. Но тут есть еще чем заниматься, потому что вот это не перекрашено, это. Тут еще надо подобавлять, просто было мало оранжевой краски. Но мы все-таки нашли выход из положения, как вы понимаете. Оно вообще может быть по нашей компанейской процедуре либо тайгером покрашено, то есть полосатое, желто-черное, либо оранжевое. Поэтому мы сейчас занимаемся перекраской. Работа как бы не сильно пыльная, но некоторые места нужно перед тем, как красить, обработать. Поэтому занимает, ну, не то что много времени, но какое-то время занимает. Пока не очень много времени для других работ. Ну и погода, холодно все-таки. Вот как раз этим и занимаемся.
и обновили нам нашу крышу над консолью. Помните, она какая ржавая была, стала беленькая. Вот так вот. А на крыше, значит, оставили. А кому оставили? Да. Но опасно сейчас во время не очень хорошей погоды. Да, друзья, мы готовимся к переходу через Тихий океан. Скоро уже будем покидать Южную Корею, порт Пусан. И чтобы, не дай бог, не вызвать у вас недоумения, я должен пояснить, что этот ролик будет идти в обратной последовательности. То есть события будут развиваться в обратную сторону. И, скорее всего, вы сейчас опять в недоумении, почему я это говорю в самом конце, а не сказал в начале. Ну, такая задумка режиссера, сценариста, монтажера. И это все в моем лице. Я решил разнообразить свой контент таким вот роликом, там, где есть какой-то сценарий, написанный в обратную сторону. Надеюсь, что вы это воспримете с юмором. И перед тем, как мы все-таки покинем Южную Корею, я попрошу поставить вас лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы этого еще не сделали. И чтобы не откладывать в долгий ящик, я предлагаю начинать полный задом наперед. С вами был капитан Максим, вы были на канале Макс Мастер. Привет, пока, на связи!